Всем привет, меня зовут Олеся, и сегодня я показываю, что я купила из Китая, из поездки, которая произошла несколько недель назад, примерно 2 недели назад. И вот я приехала и хочу вам показать с новыми силами, что я в итоге купила. Если вы не знаете, то я коллекционирую, точнее, всякие игрушки с Hello Kitty или просто из магазина Санрио, и поэтому я поехала специально в район Хуайхайдао, по-моему, так называется, если я что-то перепутала, извините. Вот так называется этот район, и он находится в центре Шанхая. Это место, куда я, кстати, и ездила. Итак, так как я коллекционирую Hello Kitty и разные игрушки, я, конечно же, была в Miniso Pink, и вот что я купила. Первое, это такая игрушка Hello Kitty. То есть это была новая коллекция, и поэтому она стоила 100 юаней. Это примерно 1100 рублей. Вот как сзади выглядит. Я еще не снимала бирку. Здесь такой бантик, впереди бантик, ну, как я люблю. У меня большая коллекция вот таких вот мягких игрушек, а также есть и игрушки из, например, Поп-Марта, и которые также продаются в магазине Миниса. Итак, следующее это просто такие, знаете, салфеточки, всякие по мелочи, тоже с Hello Kitty. Вот так они выглядят. Тут Hello Kitty, Cinnamon Roll, вот если вы знаете. Просто обычные салфетки без какого-либо запаха. Дальше вот такая вот расчесочка. Сейчас. Вот такая расчесочка. Она очень удобная, и мне нравятся ее зубки. Знаете, вот по типу расчески Tangle Teezer, только в 2 раза дешевле. И последнее, что, по-моему, я там купила, это вот такие вот chopsticks. Тоже с Sanrio Characters. И достаточно длинный, сделанный из металла. А также я купила вот такой вот лайнер. Он очень тоненький, здесь 0,5 миллиметров, поэтому рисует очень красиво и выглядит очень эстетично. Также в этом же магазине с Миниса купила вот такую вот бутылочку. Это термос. Туда можно наливать как горячую, так и холодную воду. Выглядит тоже очень эстетично. Также в Старбаксе я купила кружки, точнее одну кружку, так как я тоже их собираю. И в какой бы я город ни приехала, точнее в какую бы страну я ни приехала, я всегда собираю, покупаю такие специальные кружки. У меня есть вот такая вот из Дублина, из Ирландии. И вот сейчас я купила из Шанхая. Давайте сейчас откроем. На кружке изображена фигура, похожая на небесную фею или танцующую богиню, возможно, Апсару или небесную Деву, типичную для буддийского или индийского искусства. Ее поза и стилистика движений напоминают традиционное изображение танцующих духов, а за линиями видны элементы, похожие на длинные ленты или шелковые платки. Я еще из нее не пила, но, возможно, сегодня у меня будет такая возможность. Есть еще вот такая тетрадка тоже с character из Санрио. Последняя вещица, которую я коллекционирую, это бутылочка из Uniqlo магазина. Она розовая, красивая, вот достаточно. Цвета, наверное, плохо видно, но она, знаете, такого пастельного розового цвета. И причем мне ее дали бесплатно, так как я накупила вещей на больше, чем 200 юаней. Там сейчас идет акция. Также из магазина Миниса я купила вот такие фигурки. Одну из коллекции на пляже, а вторую коллекции город, по-моему, называлась. Но вот у меня попалась такая с мотоциклом. Та-да-да-дам! Я думаю, вы догадались, что это. Сейчас начнем. Итак, что же я купила в Victoria's Secret? Я купила только трусы. Только то, что мне нужно было. Там была акция, берешь 5 пар из одной коллекции, и получается, стоило это 279 юаней где-то. То есть это намного дешевле, нежели чем покупать за
одну пару, потому что обычно одна пара стоит где-то 1000 рублей, 1500, а бывает, что и 2000 или 2500. Поэтому я считаю, что это достаточно хорошая скидка. Обычно эта скидка довольно часто, ну, точнее, эта акция довольно часто проводится, и поэтому я не могла не купить 5 пар. Первое это вот такие вот черные трусы. Вот так они выглядят. И это моя любимая модель именно в таком формате. Просто они обычные, черные. И я советую брать L размер. Если, например, у вас M, то берите на размер больше, так как после первой же стирки они сядут. Так как это хлопок, он быстро, как это сказать, уменьшается после стирки. Дальше это вот такие трусы. Здесь нарисованы, я не знаю, что это, елки. Да, елочки. Они красивого синего цвета, темно-синего. Потом вот такие вот обычные серые трусы, тоже в таком же формате. Они самые удобные. То есть вот эта коллекция, я забыла, как она называется, типа вот, поняли, вот такой формы, это самая удобная форма, особенно при менструации. Дальше вот такие вот бежевые. И, по-моему, последние, да, у меня остались. И вот такие вот с пингвином. Только не ржите. Ну, в общем, с пингвином. Вот. Я понимаю, не всем, может быть, это интересно, но я еще также купила носки уже в другом магазине, например, в магазине Uniqlo, так как там очень много таких вещей, знаете, по типу пижамы, очень приятных к телу, сделанных из стопроцентного хлопка. И поэтому я купила всяких носочков и также такой бюстгальтер. Давайте начнем с бюстгальтера. Он такой черненький, и здесь я бы сказала, что это не бюстгальтер, а просто как бра-топ, да, можно сказать, как топик. Он черный, здесь, возможно, плохо видно, но он черненький. И здесь есть такие чашечки, которые очень удобны, так как у меня была операция на грудь, и мне очень тяжело носить лифчики с косточками, да, вот здесь это очень неприятно. И поэтому я специально покупаю такие, знаете, с пушапом, бра-топ, который вот выглядит, вот эти, это просто идеальный лифчик, Approved. который подойдет под любое, я не знаю, под любую одежду на зиму. Этот размер, по-моему, М. Я всегда в Uniqlo беру на размер больше, потому что обычно М это значит S, или, например, L это М. Поняли, да? Итак, потом такие носочки, они обычные, там было 3 пары. Я имею в виду в одной упаковке 3 пары. То есть обычные белые, белые с синей полоской и белые с красной полоской. Также вот такие вот теплые носки, которые тоже очень хорошо подходят на зиму. Я уже их опробовала и в Шанхае, так как было довольно-таки холодно, было где-то 0 градусов, так как я ездила вот в начале декабря, получается, там уже достаточно прохладно, ветрено, я бы сказала. У меня были такие носки, точнее, это не носки, а гольфы. Я просто везде с ними ходила. Еще в Uniqlo я взяла вот такие вот трусы, серые, но что-то они какие-то маловаты. Так что если вы пойдете в Uniqlo покупать, не знаю, трусы, мало ли, то берите, если у вас, например, М, нет, точнее, если у вас S, то, наверное, лучше взять L. Потому что, мне кажется, это сделано, все их вещи, они рассчитаны на азиатов, да, и поэтому не на наши попы я советую брать побольше размер. То есть надо это учитывать. Также в Uniqlo я взяла вот такую кофту. У меня есть такая белая, а сейчас появилась темно-синяя. И также у меня есть такая серая, ой, простите, бежевая, темно-бежевая. Вот так она выглядит. То есть это просто лонгслив, и он сделан из хлопка, из стопроцентного хлопка. То есть он синий, такой темно-синий, я бы сказала, не знаю, видно тут или нет, но вот он достаточно длинный. Очень приятная ткань. Очень хорошо сочетается с бежевыми вещами, с темно-синими, соответственно.
и с черными. Так что это прям идеальный вариант для такого базового гардероба. Люблю покупать различные футболки. И поэтому я купила в этот раз такую с чекавой. Здесь есть вот вставка. Очень прикольно. Я не знаю, кто это или что это, но выглядит достаточно интересно. И сами персонажи из мультфильма Чикаго. Если вы знаете, то вы знаете. Просто обычная белая футболка базовая. Также из магазина Uniqlo я приобрела много теплых вещей. Например, вот эту кофту, точнее, это толстовка, которую можно расстегнуть и застегнуть. Она выполнена из флисового материала и вот такого вот цвета. То есть она такая фиолетовая. Ну, я бы даже сказала, ближе к розовому, наверное. Вообще, не, наверное, фиолетовая. То есть она очень теплая, проверена зимой. Если вы, например, наденете ее, а потом наденете теплую куртку, точнее пуховик, то вам будет очень тепло, так как здесь есть еще и капюшон, и длинные рукава, приятные очень. И вот внутри сделана из флиса. Плюс она двухсторонняя. То есть, если, например, вам стало, не знаю, жарко, то вы переворачиваете на другую сторону. Вот это может быть, вот эта сторона может быть внутренней, а флисовая сторона может быть как бы сверху. И, соответственно, наоборот, если вам стало холодно. Тоже сочетается с бежевыми вещами, с черными и с темно-синими. Вот я, в принципе, так всю неделю и проходила свои каникулы в Шанхае. Хотела показать, что еще купила вот такие вот носочки тоже из Uniqlo с Hello Kitty. Они очень теплые. Они называются Heattech. То есть это специальные носки на зиму. И они как-то, не знаю, как-то согревают. То есть они очень толстые, ткань очень плотная, и поэтому вам точно будет тепло. Я еще купила такие же просто короткие носки, чтобы ходить на тренировку. Так как я также обожаю лонгсливы, я не могла их не купить, но уже в другом магазине, который называется Urban Reviva или Reviva, что-то такое. Это китайская Zara. Ну, в принципе, Zara, мне кажется, и так китайская. Но вот есть еще такой аналог и Zara, и она намного дешевле. И там я купила очень красивые свитшоты, разные штаны, я тоже позже покажу. И все это выглядело, ну, прям, не знаю, 100% очень похоже, стопроцентная схожесть с Зарой. Но мне показалось, что там вещи действительно качественнее и намного дешевле. Например, вот такой лонгслив. Посмотрите, какой здесь рисунок. Также сочетается с темно-синими вещами или с бежевыми. Выглядит это просто, не знаю, просто потрясающе. И мне кажется, что я уже его испачкала. Тут какое-то пятно, знаете, как будто, ну, возможно, это не я, возможно, кто-то это мерил, просто испачкано тональником. Надеюсь, это не я. Также я купила вот такую вот кофту, розовую, тоже розовый лонгслив. Нравится, наверное, с бежевыми вещами и, ну, наверное, с бежевыми только. Так как у меня вот бежевый пуховик, мне кажется, очень красиво подходит, и бежевые уги, и все это идеально сочетается. Вот такой вот розовенький лонгслив. Здесь, по-моему, ничего не написано. То есть он обычный вот розовый лонгслив. Но выглядит очень достаточно приятно. Хотелось как-то разбавить, знаете, свой черный гардероб с какими-то яркими, светлыми вещами. Кстати, забыла показать, что в Uniqlo тоже купила вот такой вот свитер. И это 100% мериносовая шерсть. Надеюсь, правильно сказала. То есть тоже достаточно приятный синий цвет, опять же, не черный, потому что черный уже вообще надоел. Вот такой вот, не знаю, тоже базовый,
базовый свитер, который он очень теплый и такой приятный, знаете, тянется, вообще не сковывает как-то шею, когда ее надеваешь, точнее, когда надеваешь этот свитер. Он очень приятный. Вот такой свитер, точнее, свитер толстовка из Urban Revive или Reviva, whatever. Вот так она выглядит, тоже достаточно приятная. Но единственное, материал, ну, не очень хороший. То есть это, по-моему, синтетика стопроцентная. Но в его защиту хочу сказать, что мне было очень тепло. И он такой приятный, не знаю. Тут есть капюшон, можно завязать его. Такая надпись. Мне просто он понравился, потому что он такой, знаете, рождественский. И цвет у него такой приятный. Я еще купила такой же, только в белом цвете. Я отдала его сестре. Очень красивый. Я помню, раньше такие, ну, свитера, да, скажем так, продавались на Shein, а сейчас в России нельзя купить Shein, и поэтому, ну, вот что-то похожее, мне кажется, да? Есть какая-то схожесть? Мне кажется, что есть. В магазине Uniqlo я купила такой джемпер. Он достаточно теплый, достаточно большой, он будет вас согревать. Это размер М. Я всегда беру на размер больше, даже, по-моему, L. Нет, это М. И тоже, опять же, в бежевом цвете. И, знаете, очень удобно, если, например, вы наденете его, точнее, футболку или майку, потом вот эту куртку, скажем так, куртку, пиджак, не знаю, как это можно сказать, что это вообще такое? Это же не кардиган. В общем, давайте скажем, что это куртка. То есть вы можете надеть, например, футболку, потом вот эту куртку и сверху еще надеть, не знаю, пуховик какой-нибудь или короткий пуховик, или длинный пуховик, и вам будет очень тепло. То есть здесь опять флис материал, и, ну, вы знаете, что он достаточно теплый, и особенно на зиму это будет просто, не знаю, потрясающе. Вы точно не замерзнете, я вечно мерзну, и мне вот это просто идеальная вещь, которая подойдет на каждый день и на самые холодные вечера. Это тоже из Uniqlo, из магазина. Я не помню точно, сколько стоил, по-моему, 200 юаней. То есть это примерно 2000 рублей, ну, чуть побольше. Но я считаю, если вы это купите, то вы точно не пожалеете, и вам точно будет тепло. Вы просто надеваете ее на что-то холодное, например, на какую-то длинную холодную кофту. Это просто идеальная вещь на, опять же, на холодные дни, которые скоро наступят или уже наступили. Ну, в общем, так это выглядит, и это очень красиво. В этом же магазине, точнее, в магазине Uniqlo, я купила специальное зимнее, называется Хитек, белье под одежду. То есть, знаете, когда очень холодно, и вы хотите что-то пододеть, как бы, ну, не майку, а что-то теплее, чем майка, тогда вам на помощь приходит вот этот костюм, гидрокостюм, я бы так сказала, тоже очень приятный. По-моему, это хлопок, да, здесь написано, что Хитек, хлопок, и опять же берите на размеры больше, даже на 2 размера больше, потому что, например, я взяла L, а руки здесь очень короткие, то есть у меня оставалось где-то вот такое расстояние от конца рукава до, соответственно, ладони. И, соответственно, такие же штаны, тоже от своего, так сказать, гидрокостюма, точно такие же штаны. Они очень удобные. Здесь такая резинка, которая просто, ну, не будет мешать, ничего. Просто идеально. То есть мне даже, знаете, мне обычно все жмет, вот всякие резинки такие, например, а вот такая резинка, она просто как-то прилипает к коже, то есть вы ее даже не чувствуете. Например, вы поели, да, и думаете: боже, а что же мне делать? У меня же так штаны затянула я, или, не знаю, какой-нибудь джинсы надел, и они очень плотно прилегают к своей коже, и ты не можешь дышать, и сразу начинаешь расстегивать после еды. А здесь такого не будет. Здесь, наоборот, все как-то очень гармонично сделано. И, в общем, очень советую вам это приобрести, если вы поедете в Uniqlo.
Также в этом же магазине я купила пижаму. Вот я очень люблю разноцветные пижамы по типу, знаете, вот этого всякого новогоднего, всяких печенек, джиндербредов. И знаете, в таком стиле, по типу там зеленый, красный, в стиле Рождества. И вот как раз-таки в Uniqlo были такие пижамы, да еще и с Hello Kitty. Представляете? Это просто бинго. Вот такая пижама. Это размер, знаете, самый большой, по-моему, XL. Но я лучше куплю XL, нежели мне будет сжать опять эти штаны, которые я не люблю. Сейчас, это кофта получается, вот так она выглядит. Здесь написано «You're my best friend» с Hello Kitty. И также вот такие штаны, опять же, в рождественском стиле. Мне кажется, даже вот такое сочетание по типу вот этих штанов, да, допустим, пижамы, и вот этой кофты, лонгслива, точнее, пижамного, очень идеально сочетаются. Они достаточно длинные, это размер XL. То есть посмотрите, какая здесь резинка. Если бы я взяла на размером меньше, то мне бы уже немножко было некомфортно. А так здесь как-то, знаете, все очень тоже гармонично. То есть берите на размеры больше. В Uniqlo там очень маленькие размеры, мне они не нравятся. Поэтому я всегда всем говорю, берите на 2 размера больше. И это касается, кстати, джинс тоже. В Uniqlo по поводу штанов я купила вот это. Это, ну, больше даже не штаны, а я не знаю, что это. То есть это флисовые штаны, а снаружи они такие, знаете, ну, я не знаю, как это материал называется, вот скажите. То есть они вот такие вот, а внутри, соответственно, там флис. Они очень теплые. Я проходила на них весь сезон, всю зиму, и мне было очень тепло. Они достаточно длинные. Если вы хотите, вы можете их снизу заузить, сузить точнее. Здесь есть такая, знаете, штучка, которая вот зауживает как раз-таки штаны. Мне кажется, когда-то это было модно, сейчас не знаю, но вот можно их заузить. Плюс впереди здесь тоже можно их немножко затянуть, подтянуть, так сказать, чтобы они не слетали, потому что как-то, не знаю, это размер L я взяла, но мне было в них очень комфортно, резинка, никак мне не сдавливала живот. Но, опять же, берите на размеры больше, даже на 2 размера больше я рекомендую брать. Возможно, изначально они будут огромные вам, но когда вы их постираете, эти вещи, особенно хлопковые, то они сядут. В магазине Urban Reviva, whatever, я взяла вот такие штаны, тоже бежевые. Они очень длинные, то есть, ну, как бы не очень длинные, но, знаете, такие, как бы ножку прикрывают. Это размер 38, да, европейский размер 38. Очень приятная резинка. Вот что здесь сзади. Вот как раз таки этот бренд, вот прочитайте, не знаю, как это читать. Здесь 2 кармана, а впереди тоже 2 кармана, даже больше, по-моему, да. Вот такие они бежевые, сочетаются абсолютно под все синее, черное, белое. В общем, это как базовый гардероб, который, не знаю, пригодится в любой ситуации. Дальше в магазине Uniqlo я купила такие вельветовые штаны, катаньеры они называются. То есть из чего они сделаны, я точно не знаю, тут не написано. Видимо, из хлопка. Да, это cotton, spandex, 90% хлопка, спандекс 2%, и все остальное полиэстер. Достаточно такие, знаете, ну, я бы сказала, что они коротковатые по длине, но достаточно приятные и удобные. А самое главное, почему я их взяла, потому что они тепленькие, они вельветовые, здесь вот такая вот резинка. Очень удобные, знаете, опять не будет ничего сжать, я вообще не люблю, когда что-то жмет. Подойдут опять под бежевые вещи, под белые. Ну, не знаю, как черные, я бы не стала с темными цветами выбирать что-то темное. Я бы, наоборот, как-то пыталась разбавить свой гардероб, разбавить свой аутфит именно светлыми вещами. И последние штаны, которые я купила в Urban Reviva, вот такие вот обычные базовые джинсы. Они вообще, они холодненькие, но, знаете, с вот этим подштанниками из Uniqlo, которые я вам сейчас показывала, выглядит просто, ну, идеально.
Вот, они достаточно длинные, я обожаю такое. Подходит под все подходит, абсолютно любое. Я надеваю свитер из мериносовой шерсти, вместе с этими джинсами. Наверное, последняя вещь, которую я покажу сегодня, пуховик из, Urban Revival. Бежевый, как вы догадались или нет. Да-да-да-да. И он достаточно большой и очень теплый. Он идеально сочетается с абсолютно, любыми вещами из базового гардероба. Когда было -10, мне было очень тепло. Здесь есть вот такой капюшон. Его можно поддеть сзади, и он как бы уменьшится. Могу надеть, допустим, и потянуть за вот эту, за эту штучку, так скажем, и капюшон, он немножко уменьшится, потому что он достаточно большой. Это размер М размер. Опять же, берите на размер больше, как я уже говорила. Возможно, кажется, что он белый, но он такой бело-бежевый, даже ближе к белому, чем к бежевому, но идеально сочетается с моими волосами и со всеми вещами, которые я приобрела. Я забыла, что у меня есть еще вещи, когда они закончатся. И последнее, честно, это последнее. Это вещи, аксессуары, я бы сказала, головные уборы и плюс сумочки. Сумочки и перчатки. Первое, это вот такой шарф из Uniqlo. Он очень теплый. Мне в нем было очень тепло, мне кажется, при -20. В нем идеально. И знаете, он так можно его закрутить, что полностью лицо его как бы не видно и ничего не дует в лицо. Вот что мне очень в нем нравится. Плюс он белого цвета, но он был достаточно недешевый. То есть, по-моему, 2000, если на наши рубли переводить. Вот такая вот шапочка тоже к этому шарфу. Тоже она достаточно удобная. Знаете, я думала, что она холодная, но когда я ее надела, так как она сделана по технологии HeatTech, которую вот Uniqlo сами разработали, в ней как-то, не знаю, вот когда ветер дует, как-то мне не залетает, не залетает ничего в ухо. И когда я прихожу домой, то есть у меня ушки не болят, ничего, и поэтому я считаю, что эта шапка, она идеальная для ветреной погоды. Вот такие перчатки. Чем мне нравятся эти перчатки? Чем они мне понравились? Это то, что здесь есть вот такие кармашки. Вы можете вытащить свои пальчики и воспользоваться, например, телефоном. Здесь тоже флис внутри, и также вот на большом пальце есть дырочка для того, чтобы вытащить свои пальчики и воспользоваться, например, телефончиком. Последнее, честно, последнее, это вот такая сумка через плечо. Я обожаю такие сумки, так как они очень удобные. В принципе, в ней ничего такого. Это просто сумка через плечо. Здесь даже нет карманов. Точнее, вот один основной карман, а внутри нет кармашков. Ну, ой, извините, здесь два кармана, простите. Не увидела. Вот здесь один карман и еще второй карман. Здесь внутри два кармана. Идеально сочетается. Особенно в Диснейленде было. Я считаю, что эта сумка идеальная для путешествий. Все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь и всего вам хорошего. И, пожалуйста, напишите, как вы думаете, сколько всего я потратила за все эти вещи, которые вам сегодня показала. Еще вообще забыла показать, что я купила уходовое средство Olaplex называется. Возможно, вы о нем слышали, но когда я жила в Ирландии и красила волосы в салоне и делала мелирование, то мне всегда делали уход именно с Olaplex. И это самая вообще лучшая уходовая, наверное, косметика для волос. Здесь получается 2 шампуня по 200 мл и плюс кондиционер. И стоило это все, точнее, вот эта коробка стоила где-то 5000 рублей. Я купила в Сефоре. Если вы пойдете в Сефору, обязательно купите эту линейку. Но это самая лучшая линейка для ухода за волосами. Всем рекомендую.